Ну и, в общем, из-за стечения обстоятельств стеклись они все очень гармонично. Получилось, что никакой Аргентины мне не видать. Вот. Хотя медицина там бесплатная, но я так посмотрел все время, что ждал вот этот ВНЖ, а потом эту седулу, смотрел и видео в Ютубе людей, которые живут в Аргентине. Единственный восторг, писанье кипятком от радости и так далее, я слышал только о тех, кто поехал туда рожать ребенка, либо зачать его там, а потом там родить. Потому что, все мы знаем, наверное, вы тоже, через 2 года дают гражданство. Это единственное, из-за чего там прям кровавой мочой все ссались от радости, что они туда поехали. А вот я специально рожать ребенка, чтобы получить гражданство какой-то страны, не хочу. У меня другие убеждения, моральные принципы и нравственные. И я считаю, что это какое-то кощунство создавать жизнь, за которую ты ответственен. Вот. А потом, когда ты ее создашь, и ты ответственен, ты еще должен воспитать достойного человека и вкладываться в ребенка настолько, насколько это возможно, чтобы после 18 лет он был абсолютно полностью подготовленный к жизни и сам мог себе уже заработать на все, что он хочет, на все свои мечты. А рожать просто, чтобы у меня был паспорт, ну это гражданство, ну это так себе идея. В общем, в моей морально-нравственной системе координат это ниже плинтуса побудительный мотив. Вот. А остальные люди что говорят? Говорят, blue курс. Смотрю, что такое blue курс. Официальный за доллар дают 400 песо, по неофициальному blue курсу 800. Думаю, что за фигня? В каких странах такое вообще бывает? Мне, человеку из России, непонятно, что это такое и почему оно так работает. Это теневая экономика. Но чтобы этот blue курс получить, нужна наличность. Наличкой все это покупать. Как туда наличку завести? Я уже здесь. Если я потрачу наличку, которая у меня есть, она скончается, и все. Я там потом мне что, в порно сниматься? Ну, я так часто упоминаю порно, потому что в Аргентине и Бразилии они вот одни из мировых лидеров по производству любого вида порно. Я несколько раз видел статистику вот, в интернете, на чем зарабатывают все эти сайты. Вот. Знаю, что нравится россиянам, какое, когда они такие сайты посещают. И знаю, где этих актеров, актрис, боже, какие еще слова-то использовать, моделей больше всего. Где больше всего производится такой контент. Вот. Так, детям надо прекращать снимать. Нечего детей снимать на видео. Вот. В общем. Ну, основную-то причину я озвучил, почему не Аргентина. Но продолжаем. Вот. Беднота, нищета, куча людей, которые не знают, на что себе купить еду. Вот. И опять включаешь в розовых очках снятые видосы про Аргентину. Второй паспорт. О боже, как приятно, если у тебя есть гражданство. 1 000 000 стран и планет этой галактики тебе открыты после для посещения безвизового, если у тебя есть аргентинский паспорт. Но вот лично мне он не нужен для посещения других стран. Вот. А если убрать эту опцию, то вот смотришь, как люди там живут, что там происходит в этой Аргентине, и думаешь, блин, в Парагвае лучше. Вот. Видел видеосюжет, когда уже более-менее стал понимать испанский язык. Аргентинское телевидение. Показывают какого-то хмыря. Очень сильно там тараторят. Вот, включаю субтитры, ставлю на паузу, читаю, что написано, опять включаю, в общем, контекст. Ехал велосипедист по набережной Буэнос-Айреса вместе с другом. У велосипедиста на шлеме была камера GoPro. И он заснял, как вот этот хмырь на него с ножом напал. Вот, велосипедист, пару раз так вот рукой дал, попытался там по плечу, по морде, да, типа, что ты меня домогаешься, хочешь моих денег, вали отсюда, что ты мне тут угрожаешь моей жизни. Так что сделало аргентинское телевидение? Они из этого хмыря сделали героя. Видите ли, он умеет сексом заниматься и нарожал кучу детей. Про презервативы и предохранение он не в курсе.
Про то, что их содержать нужно и их нужно кормить, он тоже не был в курсе, потому что у него была одна цель – заняться сексом. О последствиях он не думал. И вот у него у бедненького много детей, а он по жизни-то не очень-то и удачлив, и умен. Поэтому единственное, что он может делать, это отбирать у честных людей деньги. То есть вор, мошенник, бандит, который нападает. Вот вы едете там на велосипеде у себя в городе, и к вам подходит вот такой вот хмырь, подставляет вам нож там к руке, к горлу и говорит: давай деньги, давай телефон. И вот из такого сделали героя. Потому что он социально в более худшем состоянии. А у них, ЕПРСТ, социальное государство. И вот какое вот желание жить в такой стране, где неучи, идиотов по жизни делают лучше, чем успешных людей, которые, собственно, мозгами пользуются и зарабатывают на эту жизнь. Налоги там такие же в процентном отношении, как в США или в Германии. Посмотрите налоговую систему Аргентины, она жуткая. Частные железные дороги, которые там были, осталась одна государственная и одна какая-то частная, все остальное позакрывалось, обанкротилось. Так государство нищим людям, которые честным трудом проработали там 50 лет и уже на пенсии, какая старая машина японская, ничего лучшего не сделала, как и дала им эти дома, вот эти вот вагоны для проживания. Ну, там есть хорошие дома, там есть... Недавно ролик смотрел одного известного иноагента. Переселяют из трущоб в реально хорошие дома. Знаете, вот так смотришь и думаешь, чтоб мне так жить. А некоторых вот переселили там когда-то вот в эти вагоны, которые ржавеют, гниют. И вот человек, это вот, у него единственный дом. Жалуется, что иногда он кушает, а иногда бывает день, что он не кушает. Так, землетрясений здесь не было. Но выглядит, конечно, как из Мьянмы вот видосы. Да, я недавно тут ходил, здесь был дом. Небольшой шок у меня от увиденного. У него даже флаг был вот тут наверху. Я еще думал, интересно, он как-то на продажу выставит тут квартиры или нет. Или это вот соседний блок. Сейчас не могу вспомнить. Мне кажется, что это вот этот блок, потому что вот он прямо напоминает всем своим видом то, что я видел. Примерно через 250 метров буду поворачивать налево в магазин Ла Сиренита. Переводится как «русалочка» на русский язык. Хожу туда регулярно. В этом году, примерно вот с января начиная, заметил, что очень много аргентинских песо лежит в кассе у кассиров. Вчера там был, покупал себе арбуз, а женщина взяла гигантскую вот машину, ну вот впереди вот у этой машины. Впереди сидела она и дочь, а сзади им паковали еду. Мне такого количества еды хватит на 2 месяца, мне на одного. А она вот была с дочерью маленькой, такой девочкой лет, наверное, 8. И вот она и вот сотрудники Ла Сиренита туда грузили кучу еды. Она прям передо мной расплатилась. Ну, не знаю, наверное, она отдала там 300 тысяч местных песо. Это примерно $300, может быть, $280 за эту еду. У кассира, с которым мы нормально общаемся, я у нее спрашиваю, почему они сюда едут? У них же в Аргентине дешевая еда. Он говорит, нет, Милей пришел, и у них еда дороже, чем у нас. Даже некоторая аргентинская еда, которая в Аргентине произведена, в Ла Сирените стоит дешевле, чем в аргентинских магазинах. То есть ее сюда, в Парагвай, импортируют, и здесь она все равно будет дешевле по рыночной стоимости, чем там у них в Супер 6. Примерно такая же история. Вот, там под монету вот этот лоток его поднимают, и туда раньше складывали чеки от банковского посттерминала, когда картой платишь, а теперь там у них тоже много песо лежит аргентинских. Вот настолько плохо жить людям в Аргентине, что те, кто может, приезжает в Парагвай, чтобы еду здесь дешевле купить, а потом 6 часов простоять на одной границе, чтобы вернуться домой. Вот и Ла Сиренита. Вот настолько неинтересной стала Аргентина.
Ну, а рожать ребенка ради паспорта, и чтобы потом всем говорить, какой я молодец, ну, так себе идея. Поэтому я в итоге и не выбрал Аргентину. Может быть, в старости я туда и поеду, ну, либо лет через 5-10. Но сейчас передо мной стоят другие задачи, и они никак не соответствуют налоговой системе Аргентины. Лучше тогда уж в США ехать платить эти налоги, чем в Аргентину. Ну, вот это такое количество всяких напитков тоже она себе накладывала в машину. Ну, вот здесь нет сейчас такого микроавтобуса, но, в общем, примерно формат мини-автобуса, который у него был, вы можете представить. Ладно, все, пока. Ну, вот такой вот номер, и вот этот вот тоже. Это Аргентина. Сейчас половина магазина в Серенита забита аргентинцами. Началась святая неделя Санта-Симана, Симана-Санта. И они приезжают сюда покупать еду, потому что благодаря Милею в Аргентине стало жить дороже, и еда стала дорогой. Вон еще один автомобиль. Вот они приехали в Ла-Серениту. Вчера, вот не вчера, в воскресенье, сегодня у нас вторник, 15 апреля. Я был в воскресенье, точно такая же ситуация была и в Супер 6. Там тоже люди, потому что он был единственный открыт, и там карточкой можно платить. И вот люди приезжают сейчас сюда за едой. Сейчас дядька передо мной платил, выглядит как оборванец, старый, улыбчивый, добрый. Я его решил не смущать, не спрашивать, спросил у кассира и парня, который вот в пакеты раскладывает все. И говорю, сейчас очень много аргентинцев едет. Он говорит, сейчас каждый день. Они с самого утра начинают, с 8 утра приезжать, и бесконечный поток. И у них спросили еще месяц назад, почему, и все. И там, если вот раньше парагвайцы за едой ездили в Аргентину, вот здесь вот, из Энкарнасьона в Посадос, то теперь абсолютно другая ситуация. Теперь из Аргентины ездят сюда. Детские игрушки здесь дешевле, еда здесь дешевле. Вот на 15 апреля 2025 года. Всякие тазики, лопаты, молотки, гвозди. Здесь сейчас все дешевле. Детская одежда здесь фактически даром. Вот. Центр Коммерсаль, там дофига, перед мостом на Аргентину. Там дофига просто игрушек и детской одежды. И там просто растоваривание. Ну вот опять Аргентина. Не знаю, почему здесь припарковался, потому что вот здесь вот фрукты и овощи продают оптово. Буду завершать, тяжело в одной руке нести. Хочется разбалансировать по позвоночнику обе сумки, пакеты. Но вот в данный момент в Аргентине для обычного человека жизнь стала дорогой. Поэтому по прошествии 2 лет и 4 месяцев проживания в Парагвае могу сделать вывод, что я не зря сюда приехал. Паспорта у меня Аргентины нет, зато я теперь не вынужден, как некоторые аргентинцы, ехать сюда в Парагвай за едой. Боится меня. Ну и последняя история для понимания, почему не Аргентина. Я когда в июле в августе съездил за своей седулой, получил ее, зная уже, что болен, и что таблетки добыть сложнее, чем биткоин, или найти золотую руду. Вот. О, смотрите, на площадке общественные занимаются, детишки футболом тренируются. Так, выйду отсюда, чтобы детей не снимать, договорю. Смотрите, закат уже прошел, уже вот это состояние неба под названием терминатор. Когда солнце уже в другой части уже поверхности суши подсвечивает как бы снизу вверх. Сиреневый, синий. Ну, камера не передает тех шикарных цветов, которые я вижу. При том, что у меня не дешевая камера. Вот. В общем, про Аргентину и, в общем, про этот блю-курс я не договорил. В общем, когда я туда поехал в первый раз, я увидел, что по карте берут не по блю-курсу или по официальному курсу, а что-то средненькое. То есть, допустим,
Покупаешь что-то на 10 долларов в кафешке наличкой по блю курсу, банковской картой будет 13 долларов стоить, 13 долларов 10 центов. Вот такая разница. Если бы там был бы официальный курс, то это было бы все 20 долларов. Все то же самое. И вот завершать видео буду про Аргентину. Почему не Аргентина-то? Я задам вот каждому из вас, кто меня слушает, мои доводы, вопрос. В каком нужно находиться уме и ясной памяти, чтобы выбрать Аргентину при таких экономических минусах, где жить легко и комфортно только если у тебя карман набит долларовой наличностью, и у тебя есть волшебный лепрекон, который эту наличность постоянно тебе откуда-то приносит, что тебе не нужно за ней летать или еще что-то куда-то ехать. Ну, для меня все вот плюсы очевидны, почему не Аргентина. Все, всем пока.